Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня 6 апреля, 15:43. Я отсняла предыдущее видео и сейчас начала снимать новое. Я встала где-то в 12. Это мой такой весенний, летний режим и даже осенний. Позавтракала, помыла посуду, повязала. Сейчас прошлась пылесосом обычным, потому что позавчера я моющим пылесосом все мыла. И сейчас хочу просто тряпкой пройтись, освежить полы. Потом уже буду готовить, и так далее. Елочку потихоньку украшаю, так сказать, по временам года. На весну и на лето у меня, это я уже рассказывала, флакончики. Вот фрутиссимо брокарт, груша. Потом что тут у меня? Алена Ахмадуллина, мой любимый аромат. Конечно, теряется на этом фоне. Так, у меня, по-моему, что-то здесь еще висит или же нет. Но в запасе есть флакончики, поэтому буду постепенно все это украшать. Минус то, что флаконы, конечно, тяжелые, но зато такое им применение. На новогодние праздники я, безусловно, буду их убирать, вешать стандартные елочные игрушки, и так далее. Просто мне не хочется собирать елку, не сказать, чтоб я фанатка была этой атрибутики, но все-таки просто лень. Она вроде и легко собирается, но, знаете, неохота. Вот этот я оставила тут, крылья. Хотя, наверное, их надо потом снять. Быстренько протру полы. Здесь вообще, как правило, чисто, но окошко также постоянно открыто, так что пыль, что-то такое. А теперь мою дверь в ванну и в туалет. Тоже что-то давно этого не делала, а надо. Поэтому сейчас везде все протру. Вчера было желание съесть шоколадку, а сегодня, поскольку обычно я к такому не очень привыкла, то сегодня вообще ничего не хочется. Например, кашу я на завтрак съела половину порции, а сейчас на обед салатик. Достала книги и сейчас буду выбирать, чтобы приготовить. Решила сделать выборгские крендели. Кстати, рецепт добавила в Телеграм, подписывайтесь. Начало положено. Накрыла полотенцем. Как я говорила, написала в Телеграм-канале, самая сложная выпечка — это не забыть маргарин или масло на батарее, когда оно требуется по рецепту мягкое. Ой, я, кстати, когда сливки немножко нагревала, подумала, что у меня же есть термометр, ничего подобного, он у меня для ветчины, мяса и тому подобное, то есть для больших температур. Печалька, надо, кстати, купить термометр. Первые 30 минут тесто выстояло. Вот оно, видно, что так подошло. Ладно, буду дальше готовить. Добавила остальные ингредиенты и сейчас поставлю еще тесто в теплое местечко на часок. Но, вы знаете, в следующий раз я попробую, а это, скорее всего, даже будет завтра, я попробую еще раз сделать эти крендели, но знаете, в тех же пропорциях, но по-своему, потому что я первый раз всегда стараюсь точно придерживаться рецептуры, пропорций и в нужном порядке. Но меня уже смутило, но просто было поздно. А так вот сразу не представишь себе, читая рецепт, по крайней мере, не всегда, что там 150 миллилитров сливок, понимаете, 150. И туда же 100 грамм муки.
И получается, что тесто уже получается такое, ну, средней консистенции, то есть не жидкое, не какое-то густое, а такое среднее. Для меня, знаете как, если миксер спокойно мешает, это жидкое тесто. Если начинаются затруднения, я всегда перехожу на лопатку, а потом уже руками замешиваю. Но я это показывала в видео. И получается, что когда полчаса прошли, вот в это все нужно добавлять мягкое масло, а даже не растопленное, потом яйцо там и тому подобные компоненты. Ну, в общем, это немножечко странно. Я сделаю в другой последовательности и потом посмотрю, как лучше. Пока тесто настаивается, я помыла здесь стол. И хочу вот про дрожжи рассказать. Они же мне когда-то не понравились, но, как и все внутренних вот этих марок магазина, да, зависит от партии. И вот уже последний где-то год, может быть, 2, мне эти дрожжи вполне себе нравятся, они неплохие. Но вот у меня всегда закрадывалось такое сомнение, что здесь 12 грамм, и как-то я не доводилась проверять. Потому что обычно грамм 7-8 требуется. Здесь потребовалось 10, и это оказалась целая пачка. Причем весы у меня не врут, но, правда, по бокам там на стенках есть дрожжи, но они... И вот если у меня дрожжи долго лежат, и если только-только купила, и прям свеженькие, и все равно вот на самом дне они как бы на сантиметр где-то налипают, поэтому, может быть, это, конечно, те самые 2 грамма, но вот имейте в виду, если что, прошу прощения за тряску. Сегодня я решила попробовать рисовую кашу, которая не требует варки, тоже вкусная, но я, наверное, сомневаюсь, буду ли я ее еще брать или нет, объясню почему. Варки она, конечно, не требует, но там, как и в пшенной каше, присутствуют вот такие жесткие частички, но это как бы не прикольно. Я когда пшенную попробовала, она мне понравилась, прям такая ароматная, все, но вот эти частички, я сначала подумала, ладно, попробую, куплю все остальные, но все-таки, знаете, решила рисовую еще взять и, наверное, больше не буду приобретать. Ну, потому что это не очень приятно. Или ей надо дать настояться. Но тогда получается, что какой смысл? Не, ну я попробую. Может быть, я ее все-таки поварю. В любом случае ее нужно заливать кипятком. Какая мне разница? Молоко разогревать или же кашу сварить? Я бы даже, может быть, предпочла на воде, а потом уже добавить молока. Ну, как-нибудь расскажу. Пока тесто настаивается, я решила немного повязать. Я уже скоро буду вязать чисто по длине, не по ширине. Но пока еще вот ряд вяжу таким образом. Ну, в принципе, сейчас даже мне уже нравится этот коврик. Ну и места освободила много. Ну вот мне не нравится, как получилось тесто, и оно ожидаемо, потому что я очень люблю работать с тестом и понимаю, что явно какой-то там косяк. Вот. Ну ладно, я даже, может быть, я даже сегодня еще попробую, потому что меня уже, знаете, так бес пробрал, и я думаю, не, ну, надо попробовать еще раз. Потому что так-то и ароматы, все классно. Короче, это все надо, в принципе, выкидывать сразу в помойку. Вот как я и предполагала, я просто давно с тестом работаю. Вот это вот. Еще, наверное, нужно было насторожиться. Я насторожилась, но не послушала свою интуицию на первой самой стадии. Потому что, да, как бы дрожжи отлично работали, все как бы окей. Но вот, во-первых, 500 грамм муки на вот это вот. У меня уже дело принципа. Пусть я поздно лягу спать. Я все равно раньше 2 не ложусь. Я сейчас вот это в духовку поставлю и повторю. Вот честно. Но уже по-своему, потому что, это кошмар какой. Просто, чтобы вы понимали, вот это тесто в жгуты даже ладонями невозможно раскатать.
Оно, знаете, как его раскатываешь, а оно внутри становится пустое и разваливается. И я даже вот скалкой пыталась рассказать, это какой-то кошмар. Поэтому, ну, в общем, это такое себе. У меня еще это не все тесто. Я даже не стала там на 6 частей, на 8 делить. Короче, вот просто испеку, чисто попробую тесто на вкус вообще и буду делать по-своему. Вторая партия. Здесь тоже все на первом этапе отлично. Будем смотреть дальше. Вот она получилась классная. Попробовала добавить туда все-таки растопленный маргарин. И даже сахар я там же растворила. Но вот это уже что-то получше. А вот это тесто уже похоже на что-то нормальное. Оно довольно крутое, но тем не менее пластичное. Так что сейчас на час буду ставить. И ушло у меня чуть меньше 450 грамм. Но там чуть-чуть осталось, но никак не 500. Причем последние 50 грамм я прям по чуть-чуть добавляла. Прошел час. Ну и что могу сказать? Тесто действительно увеличилось. Оно хорошее такое. Так что сейчас буду лепить крендели. Правда, я не хочу делить тесто по 100 грамм, потому что, ну, для меня это много, честно говоря. А я не хочу потом выпечку делить пополам, так как для меня важна эстетика. Теперь 15 минут все это должно постоять. Как раз за это время разогреется духовка. Сверху я вот именно эти решила смазать яйцо. Ну, действительно, тесто получилось гораздо лучше. Лепить крендельки стало быстрее, проще. Но, знаете, по ощущениям, что все равно даже 445 даже получилось у меня грамм. Мне кажется, 420 максимум. Либо нужно, если, допустим, 500 грамм теста, может быть, увеличивать до 250 грамм сливок. Как, в принципе, вот в опаре. Ну, опара там вода имелась в виду, но это не важно, молоко там или что у кого. Ну, вообще, мое тесто, вот, например, на пироги, оно, ну, понятное дело, что тесто ж разное бывает, но если, ну, знаете, бывает миндальная мука, черемуховая мука, а здесь она обычная. И, в принципе, я так посмотрела по составу теста, из которого я делаю пироги с капустой, причем без всякой опары, оно, знаете, оно более пластичное, вот 100% из него крендельки. Если туда добавить просто больше сахара, сливки вместо воды и специи. Надо, кстати, посмотреть, но у меня такое чувство, что будет аналогично. Вот. Но мое тесто, вот по факту, если посчитать, здесь 1:45 теста вот в 3 захода выстаивается. Но вот если мое тесто поднимается в 2 раза за час где-то, и, по-моему, там у меня явно не 10, а меньше грамм дрожжей идет. И если я подержу 2 часа тесто, оно будет просто выпрыгивать из кастрюльки, причем не из этой, а вот из этой миски. И будет прям такое супер-супер. Просто здесь все равно вот муки как-то много. Но что меня вообще неприятно поразило, вот то, что в книжке нет вот этого, какое тесто там должно быть, еще что-то. Все-таки это должно быть указано. Потому что это очень важный момент. А что касается формы, то вот первый и последний кренделек я попыталась слепить так же, но все равно слишком длинный жгут не получается. И, соответственно, такой вариант, как на фото, тоже не получается. Поэтому я посмотрела в интернете, можно вот так лепить. Но вот эти дырочки, я думаю, что они станут, к сожалению, меньше или практически незаметны, когда все это, ну, приготовится. Поэтому нужно все-таки тесто, которое будет позволять хорошенько раскатать. Ну, вот мое такое мнение.
Это результат, я почему-то забыла заснять на камеру, но, честно говоря, я на тот момент уже просто устала и озверела. Другой день, и я села завтракать. Сегодня взяла чашку другого цвета. Вчера я волосы не покрасила, поэтому займусь этим уже сейчас. Ну и, как всегда, было в планах накрутить волосы, но, скорее всего, я не буду этим заниматься. Вчера у меня просыпалась мука, по счастью, совсем чуть-чуть, но этого хватило на мой темный коричневый линолеум, который под деревом. А я еще буквально вчера или позавчера, когда делала уборку моющим пылесосом, я его так все протерла внутри и подумала, что надо выделить время, чтобы все, ну, у меня 4 пылесоса, но один на антресоле лежит, поэтому, думаю, 3 пылесоса, которыми я пользуюсь, их нужно помыть, почистить. И в итоге вчера кое-как собрала муку руками, потом остатки собрала уже пылесосом, потому что по-другому никак. И, конечно же, пришлось вот эту пластиковую чашу все помыть, фильтр помыть. Ну и сейчас пойду вот сверху его протру как следует. Ну и тогда уже сегодня уделю время вертикальному пылесосу. Вот как раз этот я протерла. Ну его бы внутри надо еще хорошенько помыть, я тоже этим займусь, может быть, сегодня. И вот надо сверху все протереть. Как-то так. Вчера я здесь хоть и прибиралась, но надо еще столешницу протереть, аскорбинку выпить. И сейчас уберу контейнер. Тут завтракала. Сейчас хочу взять тряпочку. Вот у меня вот то, что не получилось. Ну как не получилось? По вкусу это все нормально. Просто все это разваливается как-то, и форма вообще лепить было невозможно. Но, знаете, ничего страшного, я это все равно уберу в пакет, заморожу, а когда поеду, например, на кладбище, можно будет там положить птицам и так далее. Так, вот это для выпечки я вообще помою, хочу потом увезти на дачу, купить себе новые эти листы, но они в любом случае классно. А это типа то, что условно получилось. Вот. Так, здесь у меня всякие разные тряпочки лежат. Вот эти вот мои там пижамки, тому подобное. Это разово, я не стираю их. Собственно, сейчас вот и займусь пылесосом. А теперь вертикальный пылесос. Вид, короче говоря, ужасный. Тут вот все буду чистить. Ну, а потом мойку, конечно же. Села пораскрашивать немного маркерами, заодно снимаю шортс, ну и для влога решила поснимать. Мой обед: сельдерей, хлеб, рыба и кетчуп. У меня тут идет расхламление, да. Я выбрасываю парики. Вот эта кучка на выброс. Это я оставляю, а это на отдачу. Ну, потому что вот это все я даже особо не буду показывать. Короче, тут я и волосы, ну, на ленте мои были самые любимые когда-то, хвост. И потом 2 резинки, даже 4, потом 3 парика и еще один. Сейчас покажу парик. Ну, он просто уже изжил себя. Это вообще советский парик. Но именно у него, как у современных париков, здесь нет вот резиночки. И, в принципе, он уже весь свалялся, к сожалению. Хотя вместе с этим вот в этих местах он не свалялся абсолютно. Вот. Еще на крабике волосы. Короче, целая куча. В помойку. Ну, потому что, в принципе, все, что пошло в помойку, это все, за исключением на ленте хвоста, это все просто не каниколон, ничего такое, это просто синтетика, которая, ну, в общем-то. А хвост, ну, он пришел в негодность, ему уже было пора прийти в негодность просто,
потому что я его таскала по полной программе и в качестве хвоста, и в качестве косы, потом делала пучки, то есть он вообще его уже не привести в порядок. Теперь покажу, что на отдачу, но это не все. Во-первых, такая вот синтетическая резинка, я не помню, где мы ее покупали. В общем, маме не подошло по цвету, плюс я даже не знаю, как она к нам попала. Ну, короче, она новая, ее никто не носил, поэтому посмотрим, что я с ней сделаю. Так, дальше. Дальше очень, в общем-то, классная, хорошая вещь, качественная, вот из домика принцессы. Люба, привет тебе. Вот. Нет, правда, очень хороший магазин. Вот. Я покупала, но именно по интернету. То есть я заказывала. Девчонки молодцы, они вообще постоянно там отправляли мне, по-моему, фотки с разных ракурсов. Сейчас открою. Минутку. В общем, отправляли по-разному, чтобы я поняла, подойдет или не подойдет, но так или иначе все равно... к сожалению, челка мне не подошла, но она очень классная, качественная, как бы вот. И жаль, я бы ее, конечно, носила, потому что мне иногда нравится с челкой ходить, но свои вот, ну, совсем не хочется отращивать. Это все вот на двух этих. У меня даже инструкция сохранилась и накладная. Ну вот, не знаю, я, в принципе, когда получила, видео сняла, и потом у меня еще, ну, грубо говоря, фотосессия была. И больше я ее не носила, она вот идеальная. Не знаю, может быть, за какие-то копейки продам, посмотрим. Ну, потому что вот так вот отдать тоже некому. Вот этот парик отдам, наверное, детям своей подружки. Пусть это то ли из Fix Price, то ли когда-то в переходе было куплено. Ну вот, такой обычный паричок детский. Я тоже, наверное, сфоткалась один раз и на Новый год, что ли, и все. Поэтому отдам, пусть балуются. И еще у меня вот такой вот есть парик с Алиэкспресс. Точнее, у меня их вот как бы два. Но в этом я даже его примерила и один раз куда-то сходила, но сверху у меня была шапка, поэтому было все окей. Но и цвет, кстати, красивый. А вот второй парик абсолютно новенький, так что, может быть, я его тоже продам за какие-то копеечки. Сейчас тот, который я носила, я покажу. Он, знаете, вот когда его без примерки, он кажется прям таким нормальным. Ну и цвет хороший. Но, во-первых, я не привыкла, что у париков вот отсюда все идет. Ну, понятно, это же Алиэкспресс, да. Я привыкла, когда есть имитация кожи. И там с челкой, короче, проблема. Она как-то странно смотрится. То ли мне... Можно, конечно, ее и подрезать, ну, не знаю. Короче, особо я не планирую парики носить, но пока оставила. Вот. Ну, вот тот точно такой же, но просто в более идеальном состоянии. Так. Еще у меня где-то мы маме кичку покупали черную, но это где-то я в интернете заказывала, но точно не в домике принцессы. Где-то заказывала, и кичка очень большая, и, короче, тоже ее надо продать. Потому что ее никто не носил, даже, собственно, мы не примеряли. Посмотрели на нее и все. Так, что я оставила? Сейчас покажу мой самый первый парик. Он уже, конечно, такой вот, видите, пострадавший. И носить я его не буду, но я его пока оставлю. Объясню почему. Потому что, почему он пострадавший? Потому что я в нем выходила на сцену. И вообще это каниколон. И вообще потрясающее качество. То есть прикол в том, что вот здесь вот ничего не свалялось. Потому что когда начинает там путаться, просто достаточно в бальзам положить, и все окей. Вот. Это я покупала на рынке на Выхино. Сейчас там уже, по-моему, и рынка нет, и этого магазинчика нет.
Но когда я его носила, никто даже не понимал, что это парик. Смотрелось очень естественно. Но потом вот я его стала на сцену использовать под шляпу, под капор. Поэтому, конечно, вот пострадала. Но так вот он, ну, в отличном состоянии. Так что вот, например, вот эта вся синтетика, да, которая тут, ну, слушайте, ну, чтобы не шокировать, но вот так вот это выглядит. Вот это синтетика. Совсем вот эта дешманщина. А это вот прям классно. Сейчас покажу еще парик из тоже Свыхина. Он у меня чуть позже куплен, в том же магазинчике, когда он еще существовал. Вот. Просто, вообще, честно скажу, это не мой цвет. Он отдает, видите, в красноту. А я такое не очень люблю. Но тоже качество кайфовое. Здесь, поскольку длинные волосы, то вот тут вот чаще спутывается. Но опять же, там с бальзамчиком лежит в воде немножко, и все в идеальном состоянии. Я не знаю, сколько этому парику лет, но вот очень много лет. То есть даже не вспомнить, но вот у меня папа в 2011 умер. А я еще до этого сколько его таскала, то есть ему очень много лет. И вот опять же, посмотрите, и здесь ничего не пострадало. То есть вот его сейчас освежить, потому что я его какое-то время еще, ну, после стирки носила и в пакет положила. Вот. И то вот все как бы в приличном виде, потому что, ну, хороший парик. И несмотря на то, что это не мой стиль, но я предполагаю, что, может быть, как-нибудь я и... Это самое. Ну, просто я как этот парик напялю, да, собственно, я как свои волосы накручу, нормально оденусь, до меня все доматываются. В этом парике тем более. Ладно, я его могу с мужем на выход куда-нибудь, тогда точно не домотаются. Вот, так что такие парики просто не выкидывают. Это мега вещь. Так. Следующее, что я оставляю, опять же, однозначно и, главное, точно буду носить, это вот опять же из моего любимого домика принцессы, это пряди. Здесь большие и маленькие прядки. И вот опять же, насколько классное качество. Ну, никаких происшествий. Понятное дело, что там со временем что-то запутается, надо ухаживать, расчесывать, но в целом вот, ну, знаете, вот этот хвост я таскала, конечно, чаще, прям чуть ли не ежедневно. Сейчас я, поскольку стала вообще ленивая, да, этот я не так часто таскала, но уж поверьте, тоже и на занятия, то есть по полной программе использовала. Здесь как бы типа 2 комплекта, то есть один у меня, хотя я уже, по-моему, второй задействовала. И... в общем, я, знаете, использую 2 прядки, такие, одна побольше, другая поменьше. Самые такие маленькие я не использую пока, но, в общем, смысл в том, что вот этот цвет, это действительно мой. Не знаю, где тут написан, не написан цвет, но вот это прям мое. И вот я не помню, я заказывала это или... А, нет, по-моему, я это забирала прямо в магазине. Да, точно. Я забирала в магазине, и я еще потом смотрела, думаю, вдруг какой-нибудь паричок есть такого цвета. Но вот, к сожалению, мне просто очень важно, чтобы под мой цвет, то есть, чтобы не я красилась, да. Вот это идеально, это просто вот мой оттенок, так как же и здесь все. Прям подходит, супер. Вот. Качество очень хорошее, так что советую. Прям вау. Так что это точно со мной останется. А еще сейчас покажу 2 парика, которые... не парика, а хвосты на этом самом. Господи, что у меня сегодня? Я слова-то забываю.
Витамины, кстати, плохо действуют, поэтому сегодня-завтра пью полифепан, потом бифидум бактерин и возвращаюсь к витаминам, потому что бывает такая тормознутость. В общем, хвосты на... Капец, ужас какой! На ленте. Вот этот, видите, в красноту отдает тоже. Не такой, конечно, но у него более такая благородная краснота, но, наверное, даже не в красноту, а больше во что-то коричневое, но мне не подходит. Но вот это я не помню, но мне кажется, что... Да, с Алиэкспресс, конечно. Это с Алиэкспресс. Ну, в общем, он стоил, хотя, мне кажется, не совсем уж копейки, наверное, не помню. И второй хвост на ленте, это, конечно, уже хвост гораздо дороже. Это я покупала там же, где и вот этот вот, на площади Ильича у нас около метро торговый центр, и там был магазин VIP Парик, что ли. У меня даже там 15% скидка была. Но там, вот, например, в отличие от домика принцессы, там, блин, такое освещение, что вообще не поймешь. Там надо из павильона выходить к зеркалу, и там такая темень, что вообще не разберешь. И, короче, первый раз я вот приобрела вот эту вот, и мне было идеально. А второй раз я пошла, как бы, примерно объяснила, она мне дала вот эти волосы. Да вытаскивайтесь, или я... Сейчас, секунду. В общем, ну, это стопроцентная такая синтетика. Ну и понятное дело, если бы я таскала эти волосы, то с ними бы было то же самое, но, как видите, состояние новенькое, потому что, ну, не подошло мне. Но я пока склоняюсь к тому, чтобы все-таки оставить и те, и другие. Ну, потому что вот с этим я делала фотосессию, и один раз я как раз-таки вот выходила. Тут ничего не запутано, не попорчено, но все равно видно, что с этим хвостом что-то делали. Соответственно, продать это не продашь. Либо совсем там, ну, за 50 рублей или за 100 отдавать, ну, как-то тоже глупо, пусть лежит. Вот. Ну, а этот, я не знаю. Вот тоже, пока думаю. Потому что вот если к этому у меня не лежит душа по цвету, то к этому, в принципе, лежит душа, но ладно. В общем, это я оставлю. Ну, тут, конечно, качество получше, чем здесь. Но само вот это вот, сам материал, это все станет мочалкой, безусловно. Вот. И, кстати, мне что не понравилось, это то, что в общем, там хвост, который я таскала, коричневая лента, а здесь светлая. Вообще ее маскировать гораздо сложнее. Ну, в общем, как-то так. Поразбиралась немножко. Ну, у меня было больше париков, я уже многое выкинула. Ну и сейчас я рада, что вот, смотрите, сколько на помойку идет. Это пока отложу, разберемся. В принципе, может быть, я еще подумаю, может быть, кому-нибудь в театральную студию, что ли, отдать. Кстати, просто бесплатно в театральную студию. Пока разогреваю себе блинчик на перекус, решила немножко повязать. Ну, когда уже столько много связала, я как-то теперь научилась, как оно поудобнее, так стараюсь скатывать все. Хотя, наверное, нужно даже другой стороной вот так скатывать, а здесь, наоборот, разматывать, вот, чтобы потом переворачивать. А сейчас буду пить чай. Что-то я подсела на этот синий чай. Мне так нравится эта дощечка. Классная. Освободилось много пакетов, поэтому все так сложила. И вот в контейнер. Разбираюсь немного в обуви, потому что
Ну, что-то я повыбросила, а что-то было под вопросом. Не, ну эти я, естественно, не выбрасываю, эти я убираю. Это я покупала почти год назад, ну, где-то в июне, наверное. Вот. В Зенден. Кстати, у них потрясающая обувь, очень удобная. Я вот пыталась себе кроссовки там приобрести, еще и хотела и зимние ботинки и тому подобное, но, к сожалению, ничего не было подходящего, если нравилось, не было размера, ну и так далее. Вот на таком каблуке обувь, но при этом ноги абсолютно не уставали, так что здорово. Сейчас вот к ним давались эти пакетики, мешочки, сейчас буду складывать. Вот эти пойдут из кари под выброс. Хотя в них даже сезон не проходили. Липучка отвалилась. А вот эти вот, их надо попробовать продать рублей за 100, за 200. Они, в общем, их тоже пару раз носили. Если нет, выброшу. Расхламленница. Вообще чуть, знаете, вот эти тапочки решила выбросить, потому что мне было в них неудобно, было ощущение, что там как будто вот ортопедическое что-то. Я не знаю, почему, вот мне не пришло в голову это проверить. Я просто это чувствовала. Оказалось, это мама стельки туда вставила. Какой кошмар, а? И в принципе... Не, ну, наверное, все равно я их выброшу, потому что за счет этих стелек как-то сейчас уже ноге там, в принципе, я вытащила, но ноге неудобно. Ну, ладно. Сегодня вечером похожу, а там посмотрю, потому что я по-любому хочу себе тапочки другие купить. Вообще не знаю. Но я тут еще выкинула свои, которые ивановский трикотаж. Порвались. Все-таки выкинула, потому что как-то нога заваливается. Перекосила их, короче. Я сейчас покрасила волосы и потом сделала, ну, уже смыла краску, сделала вот этот гамаш, который, ну, просто потрясающий, после него кожа прям супер гладкая, и сделала вот такую маску. Я ее редко делаю, но это очень хорошая маска, но она белая валдайская и для волос вроде, но на волосы я никогда не пробовала. А вот на лицо, на шею, на зону декольте очень неплохо. Но сейчас я нанесла только на лицо. У меня там ее, в принципе, немного. Надо будет в ближайшее время на шею, на декольте сделать, потому как, ну, подсыхает уже. Щипит очень сильно, конечно, но эффект дает. Я просто поняла, что вот это идеально просто делает кожу гладкой и все такое. Но вот пришло время именно глиняную маску сделать. В теории можно было использовать другую, но ее я использую... Так, сейчас найду. Вот такую, но ее я использую с сауны для лица. Мне, честно, не очень сейчас хочется этим заниматься, хотя, наверное, надо, потому что у меня еще что-то ангина, ну, продуло, короче. Вот. И сейчас, когда смою эту маску, ну, нанесу, не знаю, в теории крем надо нанести. Наверное, нанесу уже вот этот, чтобы его поскорее закончить. Наверное. Вот. И потом надо будет помыть ванну. Ну, потому что я тут это самое... волосы смывала, ну, чтоб на стенку не попало, у меня, видите, всегда вот я туда прячу вот эту штуку, на всякий случай, вот, потому что, не дай бог, краска попадет. Ну, а так уже можно раздвинуть. Ну и сантехнику помыть немного. Ну вот, волосы покрашены. Закончилось у меня вот это средство от Avon. Подружка еще не скоро заказ, наверное, будет делать. Ну, с другой стороны, может, я привыкну обходиться без подобных средств, тогда еще лучше. Но классное, я люблю. И я вот достала такие бигуди, пользовалась ими пару раз. Думаю, а может попробовать?
Я же их все-таки покупала. Сколько тут штук-то, интересно. Я что-то не вижу. Не знаю. В принципе, лениво. Крутила волосы. Ну, в принципе, не с первой попытки привыкла к ним. Ну, вот. Но тут уже, знаете, как получилось, то, что локоны все равно будут не так, как я обычно накручиваюсь, а именно такие прядки. Поэтому неважно, выше, ниже. Тем более, что у меня все равно длина волос. Короче, нужно, наверное, не 30 сантиметров, а гораздо больше. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм, в Телеграм. И всем до скорой встречи. Пока-пока.